Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Бу в ботинке. Рассказ Курали Маниковела. Видели ли вы когда-нибудь Бу? Это такие забавные существа, которых, как вам кажется, вы видите ночью у себя под кроватью. Одни похожи на оранжевых зебр, другие – на летающих улиток. Они могут передразнивать или заставить вас чихать. Они даже могут создавать шоколад в пустых карманах. Загадка Бу был похож на слона, только он был фиолетовый большую часть времени и размером с мышь. Однажды утром Мира споткнулась о него. Бедняга сидел, прочно застряв в ее ботинке, и жалобно скулил. «Это должно быть сон», – подумала она. Она ткнула его пальцем, чтобы посмотреть, что будет. «Ой!» – воскликнул Загадка. «Ах, простите меня», – сказала она. «Я застрял!» – завопил он. По правде говоря, он находился там всю ночь и уже смирился с мыслью, что никогда не выберется оттуда. Мира внимательно осмотрела его. «Может быть, я смогу помочь», – сказала она, вытягивая его за ноги. Она толкала его сзади. Она даже колотила ботинком о пол. «Может использовать мыльную воду?» – предложила она. Нет, Загадка боялся пузырей. «А что, если полить тебя маслом?» – спросила она. Загадка начал пищать и плакать. Он, конечно же, не хотел, чтобы его мазали маслом. «Я знаю, как сделать, чтобы ты не плакал!» Радостно воскликнула Мира. Она стала щекотать Загадку. Бу ужасно боятся щекотки, и он сразу начал хихикать и извиваться. Чем больше Мира его щекотала, тем больше он извивался, как вдруг... «Смотри, ты уже освободился!» Возбужденно закричала Мира, хлопая в ладоши. Загадка моргнул. Он повертел ногами, повилял хвостом, потом покружился, чтобы знать наверняка. «Ура! Я свободен!» – протрубил он, прыгая по комнате. Он запрыгнул к ней в руку и улыбнулся. «Что бы ты хотела перед тем, как я уйду? Шоколада? Или сделать так, чтобы твоя школа исчезла?» «А что, ты обязательно должен уйти?» – спросила печально Мира. «Я бы хотела, чтобы ты остался. Мы могли бы быть друзьями». Обычно Бу не дружит с людьми, но этот радостно запищал. «Это чудесная идея! Ты только скажи, Загадка Бу, я хочу тебя видеть, и я приду».
«Обещаешь?» – спросила она. «Обещаю!» – подмигнул Загадка. Громко просигналил школьный автобус. «Ладно, мы будем играть после школы. Пока!» – сказала она и выбежала на улицу. После школы Мира пошла в сад. Она закрыла глаза и прошептала волшебные слова. Прозвучал какой-то гул, и вдруг Загадка очутился перед ней. Они смеялись и играли до самого позднего вечера. С того дня Мира и Загадка стали лучшими друзьями. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.